Друзья, здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим, что такое частица, рассмотрим простые составные частицы, производные и непроизводные частицы, узнаем, что такое смысловые, модальные, экспрессивные и формообразующие частицы, а также рассмотрим правописание частиц «не» и «ни». Частица – это служебная часть речи, которая вносит различные оттенки в значение слов, словосочетаний, предложений, используется для создания форм слова. Частицы не изменяются, членами предложений не являются. Классификация частиц по структуре. Они делятся на простые и составные. Простые состоят из одного слова, например, «вишь», «неужели». Например, «вишь, сколько людей», в значении «видишь». Составные состоят из двух и более слов, например, «что за», «все ж таки». Например, «он таки выучил немецкий». По происхождению делятся на непроизводные и производные. Непроизводные не образовались от других частей речи, например, «вот», «ли», «ка». Например, «сходи-ка в магазин». Производные образовались от других частей речи, например, «лишь», «только», «пусть», «что за». Например, «лишь она была ему нужна». Пишется раздельно. Следующие частицы «будто», «бы», «б», «же», «ж», «ли», «ль», «ведь», «вон», «вот», «даже», «мол». Пишется через дефис. «д», «к», «с», «тка», «тко», «то». Важно! Частица «таки» пишется через дефис только после наречий, например, прямо-таки. Глаголов «уехал таки» и других частиц «неужели таки». В остальных случаях пишется отдельно, например, «он таки купил новый дом». Также необходимо запомнить правописание следующих частиц. Точно так же, то же самое, тоже, тотчас же, все так же, к тому же, то-то же. По значению частицы делятся на смысловые, модальные, экспрессивные, формообразующие. Смысловые делятся на указательные, например, вот, вон, это. Выделительно-ограничительные, например, исключительно, только, хоть бы, лишь. Определительные, именно, как раз, точь-в-точь. Модальные делятся на утвердительные, например, да, точно, так, подлинно. Отрицательные не, ни, отнюдь не. Вопросительные неужели, разве, ли, ль и другие. Выражающие отношение к достоверности определенно, как же. Сравнительные, например, как, будто, словно, вроде, как бы. Употребляющиеся при передаче чужой речи, например, дескать, мол, якобы. Экспрессивные – это что за, ну и, где там, вот так, куда там. Формообразующие – это да, давай, пусть, пускай, бы. Как различать частицы и союзы? Ли – это союз в сложно подчиненном предложении. Мы спросили, скоро ли поезд? Частица в вопросительном предложении. Скоро ли поезд? Слова «только», «лишь» в значении «когда». Союзы. Например, «только вышел, сразу вспомнил». «Лишь ты ушел, тебе начали звонить». В значении исключительно частицы. Например, «только он может ей помочь». Имеется в виду исключительно он может ей помочь. «Лишь ты один мне помогаешь». Опять же, значение исключительно ты один мне помогаешь. «Же» может быть частицей или частью слова. В первом случае ее можно опустить. В выражении «тоже» вместо «же» или после «же» можно добавить слово «самое». Например, «мой друг любит то же мороженое, что и я». Имеется в виду то же самое мороженое. После выражения «также» можно добавить «как и я». «Я также люблю футбол, как и мой брат». Во втором случае «же» нельзя оторвать от «то», союзы «тоже», «также» равны по значению союзу «и». «Мой брат любит футбол, я также люблю футбол». Значение «и я люблю футбол». Как различать частицы и самостоятельные части речи? К слову самостоятельной части речи можно задать вопрос, к частице нет. Частицу можно заменить другой частицей.
слово самостоятельной части речи словом соответствующей части речи. Например, «Я пошел». Куда? Прямо, а надо было повернуть. Или «Я пошел». Куда? Вперед, а надо было повернуть. То есть мы заменили слово «прямо» на слово «вперед». Или второй пример. «Ну, прямо вылитый отец». Прямо эта частица служит для подчеркивания смысловой выразительности высказывания, допускает изъятие ее из предложения. То есть мы могли сказать «ну, вылитый отец». Правописание частиц «не» и «ни». «Не» – это отрицательная частица, употребляется в следующих случаях. Для утверждения обобщения, когда нет фактического отрицания. Например, «как же мне не плакать?» При двойном отрицании «не мог не думать», «нельзя не вспомнить». В сочетаниях «едва-едва не», «едва ли не», «чуть ли не», «чуть-чуть не». Например, «я едва не упал». В союзах «не только», «но и», «не столько», «сколько», «не столько», «как», «не то». «Ни» усилительная частица имеют следующие значения. При усилении отрицания в отрицательных предложениях. Например, «нет ни сил, ни времени». В придаточных предложениях со значением уступки в союзах. «Как бы ни», «сколько бы ни», «какой бы ни», «кто бы ни». Например, «что бы он ни делал, все получалось» в фразеологических оборотах. Например, «ни свет, ни заря, ни днем, ни ночью, ни то, ни сё». Но запятая перед повторяющимся союзом в фразеологических оборотах не ставится. Это важно запомнить. В восклицательных и побудительных предложениях со значением запрета. Например, «ни с места», «ни звука». Также необходимо запомнить «ни раз» в значении имеется в виду много раз, «ни разу» через «ни» – это в значении никогда, «ни один» в значении многие, «ни один» в значении никто. Для закрепления знаний рекомендую выполнить небольшое задание. Необходимо правильно написать частицы. То есть открыть скобочки и выбрать правильное написание. Например, «но», «не» или «ни», «чего», «не» или «ни» шевелилась, «не» или «ни» вокруг меня, «не» или «ни» впереди и так далее. Обязательно в комментариях напишите свои результаты, вопросы и пожелания. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!